Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы раскроем завуалированные детали последних прогнозов Сидика Афгана на 2024 и 2025 годы, включая захватывающие моменты специальных военных операций и интригующие перспективы судьбы мировых лидеров. Поэтому готовьтесь к волнующему погружению в мир предсказаний. Вас сегодня ждет нечто захватывающее. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите «Я живу на изобильной планете» или напишите «Я живу на прекрасной планете». Давайте вместе с вами постараемся привлечь как можно больше энергии, созидания и позитива. Итак, друзья, давайте с вами начинать. Какие же предсказания от Сидика Афгана очень важны для нас с вами? Итак, давайте вспомним, кто такой же Сидик Афган. Это известный математик, пророк, чьи прогнозы основаны на сложных математических моделях и аналитике. Он получил признание за точность своих предсказаний, которые охватывают политические события, экономические кризисы и природные катаклизмы. Его методика сочетает в себе элементы математики, статистики и интуиции, что делает его прогнозы уникальными и точными. Одним из ключевых аспектов предсказаний Сидика Афгана на 2024 год является судьба Владимира Путина. Согласно его математическому анализу, 2024 год станет переломным моментом для российского лидера. Афган предсказывает, что Путин столкнется с серьезными внутренними и внешними вызовами, которые могут существенно повлиять на его политическую карьеру. Внутри страны возможны политические кризисы и протесты, а на международной арене усиление напряженности в отношениях с западными странами. Прогнозы Сидика Афгана касаются не только политической ситуации, но и экономического развития России. Он предсказывает, что 2024 год будет сложным для российской экономики. Возможны финансовые потрясения и значительные колебания на рынках. Однако Афган также отмечает, что при правильном управлении и принятии необходимых мер Россия сможет преодолеть эти трудности и даже выйти из кризиса с новыми возможностями для своего развития. Сидик Афган уделяет большое внимание международным отношениям и их влиянию на глобальную политику. Он предсказывает, что в 2024 году мир столкнется с новыми вызовами, которые будут связаны с ростом геополитической напряженности. Особое внимание Афган обращает на отношения между США, Китаем и Россией. Его анализ показывает, что возможны значительные изменения в балансах сил, которые могут привести к новым союзам и к новым конфликтам. Прогнозы Сидика Афгана включают анализ будущего Европы. Он предсказывает, что Европа столкнется с рядом внутренних проблем, таких как экономические кризисы и политическая нестабильность. Возможны изменения и в структуре Европейского Союза, вплоть до выхода некоторых стран из его состава. Афган также указывает и на рост национальных настроений и увеличение числа конфликтов внутри стран Европы. Сидик Афган также делает прогнозы для и азиатского региона. Он предсказывает усиление роли Китая на мировой арене и рост его экономического и политического влияния. В то же время Афган указывает на возможные внутренние проблемы в Китае, такие как экономические дисбалансы и социальные протесты. Индия, по его прогнозам, также будет стремительно развиваться, становясь все более значимым игроком на международной арене.
Одной из важнейших тем в прогнозах Сидика Афгана являются глобальные экологические вызовы. Он предупреждает о росте числа природных катастроф, такие как землетрясения, наводнения и ураганы. Афган подчеркивает необходимость принятия срочных мер для борьбы с изменением климата и улучшения экологической ситуации. Он также указывает на важность международного сотрудничества в этом вопросе. Но давайте мы с вами вернемся к России и посмотрим, что же нас с вами ждет в ближайшие годы. Вы знаете, около 30 лет назад Сидик Афган предсказал, что 2025 год станет судьбоносным для России. Его расчеты указывают на то, что к этому времени произойдет ряд ключевых событий, которые приведут к значительным изменениям как в стране, так и в мире. Одним из самых смелых и обсуждаемых предсказаний Сидика Афгана является восстановление СССР 2.0. Согласно его расчетам, распад России, который может начаться в ближайшие годы, уже завершится к 2025 году. Однако, вопреки негативным прогнозам, этот процесс приведет к объединению стран СНГ и созданию нового союза. Афган уверен, что страны СНГ, столкнувшись с общими вызовами и угрозами, объединятся и сформируют новый союз, который он условно называет СССР 2.0. Этот союз будет основываться на более тесном сотрудничестве и взаимопомощи между государствами, что приведет к экономическому и политическому укреплению региона. Сидик Афгана оценивает вероятность создания СССР 2.0 как высокую. Он указывает на то, что многие страны СНГ уже сейчас начинают искать пути для более тесного взаимодействия, что является предвестником будущих изменений. По его мнению, восстановление СССР в новой форме станет именно логическим ответом на современные вызовы и необходимость коллективного решения проблем. В своих прогнозах на 2024-2025 годы Сидик Афган также указывает на возможные политические и экономические кризисы в других частях мира. Он предсказывает, что многие страны столкнутся с внутренними проблемами, которые могут привести к смене политического руководства и значительным экономическим изменениям. Особое внимание Афган уделяет США и Китаю, прогнозируя для этих стран возможные кризисы, которые могут изменить баланс сил на мировой арене. Сидик Афган предупреждает и о росте числа природных катастроф. Его расчеты показывают, что 2024-2025 годы могут быть отмечены увеличением частоты и интенсивности таких событий, как землетрясения, наводнения и ураганы. Он подчеркивает необходимость подготовки и принятия мер для минимизации последствий именно этих катастроф. Его прогнозы, основанные на математических расчетах, предполагают, что Украина предпримет шаги к объединению с Россией, что станет частью глобальных изменений в регионе. Давайте рассмотрим эти предсказания более подробно. Сидик Афган утверждает, что в 2024 году Украина устанет от продолжающегося конфликта. Эта усталость приведет к значительным политическим изменениям, которые могут показаться невероятными на первый взгляд. Однако Афган уверен, что именно события в Чернигове станут катализатором для этих изменений. По предсказаниям Сидика Афгана, в Чернигове произойдет достаточно важное событие, которое и заставит украинские власти пересмотреть свою позицию. Хотя точные детали этого события не разглашаются, но Афган считает, что именно это и станет отправной точкой для значимых перемен в политике Украины. После событий в Чернигове в Украине возобладает здравый смысл, и страна предпримет шаги к примирению с Россией. Сидик Афган называет это событие аналогом Переяславской Рады, исторического момента, когда Украина присоединилась к России в XVII веке. Этот шаг станет началом процесса объединения с Россией.
Сидик Афган предсказывает, что объединение Украины с Россией станет частью более масштабного процесса восстановления СССР 2.0. Согласно его расчетам, к 2025 году обновленный союз стран бывшего СССР станет реальностью. Афган уверен, что это объединение будет способствовать экономическому и политическому укреплению региона. После присоединения Украины к СССР 2.0 территория России значительно увеличится. Афган считает, что это объединение принесет пользу обеим странам, укрепив их экономические и политические позиции на мировой арене. Сидик Афган предупреждает, что 2024 год будет сложным для России, особенно в контексте конфликта с соседней страной. Несмотря на трудности, Афган предсказывает, что ситуация начнет улучшаться после событий в Чернигове. По прогнозам Сидика Афгана, полное завершение конфликта произойдет только в 2025 году. Он указывает, что США полностью откажется от участия в этом конфликте, что позволит России и Украине достичь окончательного примирения. Этот шаг откроет новые возможности для обоих государств и укрепит их позиции на международной арене. Сидик Афган предсказывает и значительные изменения в геополитической структуре мира к 2025 году. Согласно его прогнозам, обновленное государство, которое он называет СССР 2.0, будет в себя включать страны СНГ. Этот процесс будет сопровождаться многочисленными вызовами и вопросами, однако Афган уверен в его успешном завершении. Согласно прогнозам Сидика Афгана, в состав обновленного государства войдут следующие страны СНГ: Белоруссия, Казахстан, Среднеазиатские республики, кроме Туркменистана, Армения, Азербайджан и Молдова. Афган считает, что 2024 год станет завершающим периодом распада некогда единой страны, после чего в 2025 году начнется период возрождения. Несмотря на многочисленные вопросы, возникающие при гипотетическом объединении, Афган уверен, что успех возможен, если учитывать уроки истории и адаптировать их к современным реалиям. Процесс объединения стран СНГ и превращения их в единое государство будет сопровождаться множеством экономических и идеологических вызовов. В прошлом в СССР приоритет отдавался идеологии, но в современных условиях необходимо найти баланс между экономическими интересами и идеологией. Сейчас СНГ можно назвать наподобием конфедерации, однако, по мнению экспертов, эта конфедерация может усилить взаимодействие и стать федерацией. Этот процесс, правда, потребует не одного года, а десятилетий, поскольку за предыдущие 3 десятилетия накопилось много проблем, которые нельзя решить быстро, даже используя жесткие методы. Экономика и идеология иногда вступают в противоречие. Если в СССР предпочтение отдавалось последней, то сейчас важно находить баланс. Экономические интересы должны быть учтены и интегрированы в общий план, чтобы обеспечить устойчивое развитие объединенного государства. Прогнозы Сидика Афгана также касаются и изменений в международных отношениях, особенно между Россией и США. Вопреки сложившемуся мнению, Афган предсказывает улучшение отношений между двумя странами к 2025 году. Он утверждает, что многие конфликты будут разрешены и со временем забудутся. Важную роль в этом процессе будет играть Великобритания. Афган считает, что Британия должна внести свой вклад в разрешение конфликтов, так как именно она активно способствовала их разжиганию. Если для США это в первую очередь бизнес, то у британских политиков присутствует элемент обиды за исторические обиды, нанесенные российскими предками. Изменения в отношениях между Россией и США, а также участие Великобритании в процессе мирного урегулирования необходимы для достижения глобальной стабильности. Афган подчеркивает важность международного сотрудничества и дипломатии в этом процессе.
Сидик Афган предоставил множество предсказаний, которые касаются не только глобальных событий, но и судьбы отдельных политических лидеров. Особое внимание его предсказания уделяют президенту России Владимиру Путину. Прогнозы Афгана относительно Путина весьма неоднозначны, но содержат важные выводы, которые могут повлиять на будущее России и всего мира. Сидик Афган, используя свой уникальный математический анализ, сделал несколько важных выводов о будущем президента России. Афган предсказывает, что в ближайшие несколько лет Владимира Путина ожидает серьезная проблема, которая заставит его отойти от дел. Это событие, по мнению Афгана, вероятно, приведет к тому, что Путин будет вынужден отказаться от поста президента. Практически все варианты расчетов Сидика Афгана сходятся на том, что Владимир Путин не досидит до окончания своего срока президентства. Афган утверждает, что Путин выиграет выборы, но уйдет с поста президента досрочно. Сидик Афган предсказывает и появление нового лидера, который сейчас никак себя не проявляет. Этот новый лидер возьмет на себя управление страной после ухода Путина. Афган уверен, что этот человек будет достойным высшего поста, несмотря на попытки его очернения. Сидик Афган также предсказывает, что после ухода Путина Россию ожидает потрясение. Новому президенту предстоит справляться с этими вызовами, что потребует значительных усилий и решимости. Несмотря на ожидаемые внутренние потрясения, Афган прогнозирует, что авторитет России и ее президента на мировой арене будет возрастать на протяжении всего 2024 года. Это связано с укреплением международных позиций и успешной внешней политикой. Сидик Афган также делает прогнозы для США. Он утверждает, что демократам предстоит поражение на президентских выборах в ноябре 2024 года. Афган объясняет это определенной закономерностью в смене демократических и республиканских режимов. Афган приводит примеры смены партий в истории США. Сын президента Джорджа Буша-старшего, республиканец Джордж Буш-младший отслужили 2 срока. За ним последовал демократ Барак Обама, также отслуживший 2 срока. Затем президентом стал республиканец Дональд Трамп, который также прошел 1 срок. По аналогии, Афган утверждает, что и срок Джо Байдена будет ограничен 1 сроком, и на выборах 2024 года обязательно победят республиканцы. Сидик Афган, поддерживая предсказания Великой Ванги, утверждает, что 2025 год станет решающим для всего мира. Давайте мы с вами рассмотрим его прогнозы более подробно. Сидик Афган предсказывает, что 2025 год станет годом войны, но не в привычном понимании этого слова. По его словам, мир столкнется с холодной войной, которая будет вестись на научном и технологическом фронте. Конфликт перейдет в интеллектуальную плоскость, где страны будут соревноваться в разработке новых технологий, инноваций и научных открытий. Это будет война умов, где на кону стоят достижения в различных научных областях. Технологии станут ключевым полем боя. Страны будут стремиться обойти друг друга в разработке передовых технологий, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии. Жесткая конкуренция в этой сфере станет основным направлением международных усилий. Космическое пространство станет еще одной ареной для международного соперничества. Страны будут стремиться к доминированию в космосе, развивая свои космические программы, исследуя новые планеты и стремясь к ресурсам космоса. Это соперничество будет включать создание новых спутниковых технологий, миссий на Луну и Марс и даже планы по колонизации космоса. Сидик Афган предсказывает, что 2025 год принесет значительные изменения не только в научной и технологической сферах, но и в глобальной геополитике. Политическая структура мира изменится. Страны будут пересматривать свои внешние политические стратегии, стремясь адаптироваться к новым реалиям. Возможно образование новых альянсов и союзов, которые будут направлены на поддержание стабильности и развития в условиях изменяющегося мира.
Изменения климата будут продолжаться, оказывая влияние на экономику, политику и социальные структуры. Афган подчеркивает необходимость принятия мер для борьбы с изменением климата и адаптации к новым условиям. Это станет важным аспектом международного сотрудничества. Сидик Афган предсказывает, что мир, основанный на правилах Вашингтонского обкома, уйдет в прошлое. Великая Ванга также предсказывала и конец доминирования США и переход к многополярному мировому порядку. Это приведет к усилению роли других стран и регионов на мировой арене. Сидик Афган также сделал прогнозы, которые охватывают период с 2025 по 2065 годы. Его расчеты предсказывают значительные изменения в политической и экономической структуре мира, включая будущее России и возможные глобальные конфликты. Одним из самых значимых предсказаний Сидика Афгана является прогноз новой мировой войны, которая, по его расчетам, может произойти в 2055 году. Используя свою уникальную методику, Афган смог определить потенциальную дату начала конфликта. Однако он также указывает и на возможность изменения политической обстановки в мире, что может отложить этот конфликт на другое столетие. Афган предупреждает, что мировая война может возникнуть из-за усиления геополитических напряжений и конкуренции между крупными державами. Важную роль могут сыграть экономические и ресурсные конфликты, а также борьба за технологическое превосходство. Несмотря на точные расчеты, Афган подчеркивает, что политическая обстановка в мире может измениться к лучшему, и угроза войны будет отложена. Международное сотрудничество, дипломатические усилия и взаимопонимание могут сыграть ключевую роль в предотвращении глобального конфликта. Сидик Афган предсказывает, что 2025 год станет годом глобального обновления мира. Это обновление охватит различные сферы жизни, включая политику, экономику, технологии и общество. По его словам, вплоть до 2065 года мы будем наблюдать усиление России и значительные изменения на мировой арене. Афган предсказывает, что в 2025 году начнется процесс реформ и обновлений, который затронет многие страны. Важную роль в этом процессе сыграет Россия, которая будет стремиться к укреплению своих позиций на международной арене. Экономические реформы и инновации станут ключевыми факторами в развитии страны. Технологический прогресс станет движущей силой глобальных изменений. Новые технологии и научные открытия будут влиять на все аспекты жизни, от медицины до энергетики. Афган подчеркивает важность инвестиций в научные исследования и разработки, которые помогут преодолеть многие современные вызовы. Сидик Афган делает особый акцент на будущем России в период с 2025 по 2065 годы. По его прогнозам, страна ожидает значительное усиление и развитие, что будет сопровождаться экономическим ростом и политической стабильностью. Афган предсказывает, что Россия будет укреплять свои позиции на мировой арене, становясь важным игроком в глобальной политике и экономике. Страна будет стремиться к лидерству в различных сферах, включая технологии, энергетику и военные разработки. Важным аспектом предсказаний Афгана является утверждение, что в период с 2025 года по 2065 годы не будет войны между Россией и Украиной. Афган считает, что политическая ситуация в регионе стабилизируется, и страны смогут найти пути для мирного сосуществования и сотрудничества. Сидик Афган, известный своими предсказаниями, принадлежит к тем людям, которые считают, что разговоры о тайном мировом правительстве не просто слухи, а суровая действительность. По его мнению, тайная организация, существующая с 1897 года, оказывает значительное влияние на все политические и экономические процессы в мире.
Используя свои математические модели, Афган утверждает, что решение этой организации можно просчитать и предвидеть. И Сидик Афган говорит, что тайное мировое правительство существует с 1897 года. Эта организация, как по его мнению, действует скрытно, контролируя и направляя основные мировые события. Афган считает, что тайное правительство имеет колоссальное влияние на политику и экономику всех стран, принимая ключевые решения, которые и формируют будущее планеты. Афган предупреждает, что в нынешнем высокосном году горячие фазы мировых конфликтов не завершатся. По его прогнозам, ближневосточный конфликт может привести к началу Третьей мировой войны. Этот регион уже оказывает значительное влияние на мировую экономику, особенно на грузоперевозки, что в конечном итоге сказывается и на ценах и сроках доставки товаров. Сидик Афган подчеркивает, что решения тайного мирового правительства оказывают прямое влияние на мировую экономику. Также эксперты подтверждают, что текущие конфликты влияют на глобальные рынки, увеличивая цены и создавая перебои в цепочках поставок. Афган отмечает, что продолжающиеся конфликты, особенно в ближневосточном регионе, оказывают значительное влияние на мировые грузоперевозки. Это приводит, соответственно, к увеличению цен на товары и задержкам в их доставке, что в конечном итоге оплачивают рядовые потребители. По мнению Афгана, решения тайного правительства направлены на поддержание определенного уровня экономической нестабильности. Это позволяет им контролировать глобальные рынки и влиять на экономические тенденции. Афган предупреждает, что текущие экономические проблемы могут усугубиться, если не будут приняты меры для стабилизации ситуации. Тайное мировое правительство, по мнению Сидика Афгана, также оказывает значительное влияние на политические процессы в разных странах. Он утверждает, что многие политические лидеры действуют под влиянием этой организации, принимая решения, которые соответствуют ее интересам. Афган считает, что тайное правительство контролирует действия многих политических лидеров, направляя их политику в нужное русло. Это позволяет организации сохранять свою власть и влияние на мировой арене. Прогнозы Афгана указывают на то, что в ближайшие годы мир столкнется с рядом политических кризисов, которые могут быть инициированы тайным правительством. Эти кризисы будут направлены на перераспределение власти и ресурсов, что позволит организации укрепить свое влияние. Сидик Афган предсказывает, что настоящая Третья мировая война может начаться в далеком 2055 году. По его словам, это будет серьезное противостояние между западной и восточной частями человеческой цивилизации. Хотя Афган пока не дает прогнозов о том, кто одержит победу в этом конфликте, но он допускает, что в итоге проиграет все человечество. По мнению Афгана, нарастающее геополитическое напряжение между западными и восточными странами может привести к глобальному конфликту. Основные причины включают борьбу за ресурсы, технологическое превосходство и идеологические разногласия. Афган предсказывает, что возможная Третья мировая война принесет огромные разрушения и страдания. Он предупреждает, что если человечество не предпримет шаги для предотвращения конфликта, последствия могут быть катастрофическими для всей планеты. Афган также делает прогнозы относительно политической ситуации в США. Он утверждает, что в 2025 году к власти придут республиканцы, которые вызывают у него большую симпатию, чем демократы. Однако он также предупреждает о возможном гражданском конфликте внутри страны. По прогнозам Афгана, республиканцы возьмут верх на выборах 2024 года и займут ключевые позиции в правительстве. Афган считает, что это может привести к изменениям во внутренней и внешней политике США, что будет благоприятно для улучшения отношений с Россией. Несмотря на позитивный прогноз по поводу республиканцев, Афган не исключает возможности возникновения гражданского конфликта в США. По его мнению, разногласия между различными социальными и политическими группами могут обостриться, что приведет к внутренним потрясениям. Сидик Афган прогнозирует и улучшение отношений между США и Россией в ближайшие годы.
Он считает, что смена власти в США и изменения во внешней политике могут способствовать налаживанию диалога и сотрудничества между двумя странами. Афган предполагает, что новое руководство США будет стремиться к дипломатическому сближению с Россией. Это может включать и переговоры по вопросам безопасности, экономики и международной политики, что поможет снизить напряженность и укрепить взаимное доверие. Афган также предсказывает, что США и Россия смогут найти общие интересы и начать сотрудничать в различных областях, включая борьбу с терроризмом, изменение климата и развитие новых технологий. Именно это сотрудничество принесет пользу не только двум странам, но и даже всему миру. Сидик Афган предсказывает, что в 2025 году американские политики пересмотрят свои позиции по отношению к России и Китаю. По его словам, нынешний подход запугивания не подходит ни для России, ни для Китая, и Вашингтон осознает необходимость изменения стратегии. Афган считает, что США поймут, что политика запугивания и давления неэффективна в отношениях с такими крупными державами, как Россия и Китай. Это приведет к изменениям во внешнеполитическом курсе, направленном на более конструктивное взаимодействие и сотрудничество. По мнению Афгана, США будут стремиться к более тесному сотрудничеству с Россией и Китаем, чтобы противостоять глобальным вызовам, такие как изменение климата, терроризм и экономическая нестабильность. Именно это сотрудничество может привести к укреплению международной стабильности и безопасности. Сидик Афган предсказывает, что Европейский Союз столкнется с серьезными проблемами, которые могут привести к его распаду. Этот процесс, по его прогнозам, начнется в 2027 году и продлится 5 лет, закончится в 2032 году. Основной причиной распада Европейского Союза Афган называет экономические трудности. По его мнению, Германия, Франция и крупнейшие экономики Европейского Союза уже испытывают серьезные экономические проблемы, которые могут усугубиться в самое ближайшее время. Экономический кризис может привести к росту внутреннего недовольства и политической нестабильности в странах ЕС. Это, в свою очередь, вызовет напряженность и разногласия между государствами-членами, что ускорит процесс распада Союза. Афган предсказывает, что Германия и Франция будут сталкиваться с растущими экономическими проблемами. Эти страны играют ключевую роль в экономике Европейского Союза, и их трудности будут иметь серьезные последствия уже для всего Союза. Экономические проблемы могут привести к политической нестабильности и росту националистических настроений в Германии и во Франции. Это может вызвать усиление антиевропейских настроений и способствовать распаду Европейского Союза. Распад Европейского Союза и изменения в политике США могут привести к формированию новых международных союзов и альянсов. Страны будут искать новые пути сотрудничества и взаимопомощи, чтобы справиться с глобальными вызовами. Эти изменения приведут и к перераспределению сил на мировой арене. Страны, которые раньше играли ключевую роль в Европейском Союзе, будут стремиться к новому месту в международной политике, что может привести к значительным изменениям в глобальной структуре власти. Прогнозы Сидика Афгана на 2025 год и последующие годы предлагают захватывающий, как вы видите, и детализированный взгляд на будущее. Его предсказания указывают на значительные изменения в международных отношениях, включая пересмотр политики США по отношению к России и Китаю, а также возможный распад Европейского Союза. Эти прогнозы подчеркивают важность адаптации к новым реалиям и необходимость международного сотрудничества для обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Сидик Афган продолжает быть важным источником анализа и размышлений для тех, кто стремится понять и подготовиться к будущим изменениям. Девочки и мальчики, мы надеемся, что эта информация была очень полезна для вас. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите свое мнение,
как вы думаете и как вы видите именно эти ситуации, те предсказания, о которых говорит Сидик Афган. Также, друзья, в комментариях напишите: я живу на изобильной планете, пусть нам Вселенная действительно поможет в этих всех вопросах. Друзья, наша трансляция подходит к концу, но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.